Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я выпекаю медовый торт без раскатки коржей, вот с такими идеально ровными коржами и с таким идеально ровным разрезом. И в данном видео я покажу, как же я это делаю, из очень простых ингредиентов. Итак, нам для этого понадобится все продукты комнатной температуры. Во-первых, 250 грамм меда. У меня жидкий свежий мед. Если же у вас не жидкий, это не проблема, он растопится у вас при нагревании. 200 грамм сахара, 4 яйца по 50 грамм, 3/4 чайной ложки без горки, не полная чайная ложка, но и не половина, 3/4, 300 грамм кефира, 450 грамм муки просеянной у меня здесь и 150 грамм растопленного, но не горячего сливочного масла. Итак, в начале моя задача сейчас мои 250 грамм меда с содой смешать, и я их буду нагревать. Я буду нагревать в микроволновке. Если же вдруг у вас нет микроволновки, вы можете нагреть на водяной бане. Но я думаю, сейчас практически у всех, наверное, есть микроволновка. Я все это перемешиваю и отправляю на 1 минуту. Мощность у меня 1000 Вт в микроволновке. 1 минута это достаточно. И получается у меня вот такая пышная масса. Она увеличится сильно в объеме, поэтому берите посуду поглубже. И все это я пока отставляю в сторону. Сейчас я беру сахар и ввожу его уже в кефир. Здесь я буду все замешивать обычным венчиком. Мне не понадобится, вот в данном торте, мне не понадобится вообще никакого кухонного прибора, никакой кухонной техники, я имею в виду электрической. Итак, сахар очень быстро растворяется в кефире. Вы то же самое можете делать на сметане, но с кефиром, на мой взгляд, получается не так жирно, потому что медовик это очень такой калорийный торт, и я люблю, чтобы он был полегче. Он ни в коем случае не будет ни резиновым, ни каким-то блинным, ни в коем случае об этом не подумайте, он будет очень-очень нежный, буквально тает во рту. Яйца я тоже размешиваю, потом после сахара я ввожу туда яйца. И когда яйца полностью у меня разошлись, сахар растворяется мгновенно в кефире, очень быстро. Потом я ввожу медовую смесь с содой туда. И самым последним я ввожу туда уже растопленное сливочное масло, потому что без масла продукты растворяются быстрее. Масло должно быть, еще раз повторяюсь, не горячим. Здесь оно у меня даже корочкой слегка схватилась, потому что в помещении у меня прохладно. И все. Духовка наша уже нагревается до 200 градусов Цельсия. Выпекать будем на среднем уровне, на противне, вверх-вниз, без конвекции. 450 грамм муки. Больше здесь брать не нужно, потому что тесто будет забитое мукой. И вот такими порциями небольшими ввожу всю муку и перемешиваю также просто венчиком. Все размешается превосходно у нас. Тесто у меня готово. Оно будет таким вот жидковатым. Этого не нужно пугаться, оно нам такое и нужно. И сейчас я его буду просто намазывать обычной кондитерской палеткой. Вы же можете даже и ножом, и шпателем, чем угодно. Вот такая крышечка у меня 21 сантиметр в диаметре. Такого размера будут мои коржи. Мне просто по ней удобно будет вырезать мои коржи. Я беру просто пекарскую бумагу. Вы же можете и на силиконовом коврике это делать. Я показываю всегда на бумаге, потому что очень часто у кого-то нет силиконового коврика, чтобы вы просто это знали. И размазываю. Где-то по паре ложек мы берем. У меня 21 сантиметр в диаметре. У меня получится с обрезками 13 коржей. Вот так вот я слегка побольше его делаю, этот коржик, чтобы были обрезки, и потом можно будет этими обрезками украсить, измельчить их либо скалкой, либо в блендере и украсить ими корж. Слегка с обрезками у меня получится. Итак, 200 градусов вверх-вниз, без конвекции. Я выпекаю где-то 7-8 минут, не больше. Сильно он у нас не зажарится, как классические такие медовые коржи. Он будет светленьким, этот корж. Не нужно его зажаривать до коричневого. Вот такой вот будет коржик. И обрезаем сразу эти обрезочки его, потому что потом они у нас уже будут хрустящими и поломается корж. Тоненький будет коржик, где он не отстает от пекарской бумаги, сразу проходимся ножом, иначе он сломается. Удаляем эти обрезки, потом мы их измельчим также и будем также их выпекать. Вот такой вот, смотрите, нежненький коржик.
Если же вы будете делать на 20 сантиметров, у вас будет 14 коржей. На 22 сантиметра, соответственно, 12 коржей. Здесь очень просто посчитать. Все мои коржи готовы. Теперь я приготовлю крем, как я обещала, сегодня вообще без миксера. Здесь у меня сметанно-творожный крем будет. Здесь у меня 600 грамм сметаны, 24% жирности. Вот то, что я сейчас измельчаю, 300 грамм у меня творожно-сливочного сыра, 60 грамм сахарной пудры и 250 грамм творога 9% пастообразного. Если у вас такого нет, вы можете его заменить сметаной. И видите, я сначала пудру ввожу в сыр и в творог, чтобы пудра именно не разжижила сметану. И потом только эту смесь я смешиваю вот так лопаткой со сметаной аккуратно. Вот тогда сметана не разжижается так сильно. Просто возьмите себе на заметку. Полнейшее описание будет под видео. Все эти ингредиенты. Я люблю вообще, это я показываю сегодня для тех, у кого нету даже миксера. Я люблю вообще со сливками делать. И очень вкусно именно с кремом пломбир без яиц. Вот так вот я начинаю сейчас собирать тортик. Этот крем-пломбир есть на моем канале. Оставлю ссылку в описании. Также очень вкусно с кремом на белом шоколаде. Этот торт тоже оставлю ссылку в описании. Тоже есть на моем канале подробнейший рецепт. Итак, видите, цвет у коржей, он не будет таким насыщенно, таким коричневым. Поэтому обратите на это, пожалуйста, внимание и не старайтесь их запекать до коричневости. Очень-очень насыщенный медовый аромат у них, у этих коржей. Они очень нежные. Я разламывала вот при вас этот корж. Он ни в коем случае не резиновый получается, он тает во рту. Итак, все эти коржи у меня пропитаются буквально за час. Они не требуют длительной пропитки. Этот тортик – это просто палочка-выручалочка. Когда нету времени на пропитку классического медовика, то вот этот торт, он просто очень выручает. И смотрите, какие ровные у нас коржи, без всякой раскатки. Я убираю буквально на часок его в холодильник, чтобы он схватился. И буду сейчас готовить декорацию. Именно элементы декора к этому торту. Я беру пузырчатую пленку, растопила белый шоколад в микроволновке. И здесь у меня 50 грамм белого шоколада. И на ту поверхность, где у пленки пузырьки, я наношу белый шоколад. Отправляю все это где-то минут на 15 в холодильник, чтобы это очень хорошо схватилось. Достала я из холодильника. Пленка уже превосходно отходит от шоколада. Теперь я это все нарежу на такие фрагменты. Это очень быстро все делается, на самом деле очень просто. 25% какао-масла у меня здесь в этом белом шоколаде. Просто кому-то, если будет это интересно. Здесь у меня крем на белом шоколаде. Есть у меня подробнейший рецепт его, я оставлю ссылку в описании. Очень тоже сочетается именно с этим. Это у меня просто от другого торта был этот крем. И здесь вот так я украшаю. И здесь я украсила медом, просто что с сот стекает мед. Посмотрите, как он превосходно нарезается после всего лишь часа пропитки. И вообще нарезать его даже лучше теплым, не обязательно его держать в холодильнике. Он очень хорошо нарезается. Он даже и в нижние ярусы больших тортов подойдет, такой тортик. Видите, вот так вот он идеально держит форму. Коржи все пропитаны. Он ни в коем случае не сухой. Посмотрите, какие идеально ровные коржи у нас. И это без раскатки коржей. И с наименьшим количеством калорий в медовике. Он буквально тает во рту. Не обязательно готовить вот этот творожно-сметанный крем. Можно просто сметанный к нему приготовить. Просто я показала так, как вот можно сделать на скорую руку. И чтобы этот сметанный крем сразу держал форму. Потому что половина в моем сегодняшнем креме это по сути сметана. Видите, какой ровный кусочек. Идеально ровный, который тает во рту. И с наименьшим количеством калорий. Смотрите, как он отламывается вилкой. То есть здесь, видите, он нежный, он очень мягкий, этот тортик. Весь пропитан.
буквально после часа пропитки. Теперь я хочу его нарезать на другие кусочки, чтобы вы посмотрели просто, как он режется. Я специально не стала здесь посыпать никакой посыпкой. Можно также измельчить или скалкой, или в блендере эти наши кусочки, вот, которые остались от обрезков. Я просто хотела вам показать все эти разрезы, и как он идеально держит форму. Без кольца я его собирала. И он очень хорошо режется, вот сейчас я вам покажу, на очень мелкие кусочки. Видите, какие идеальные в разрезе кусочки. И ничего даже не раскатывали. Конечно же, классический медовик будет на канале с раскаткой коржей. Даже постный медовик выставлю чуть попозже, без яиц и на растительном масле. Очень люблю его делать с курагой, с черносливом. Обязательно выставлю, но сегодня именно вот такой вариант. Очень на скорую руку и очень-очень легкий. Все кремы, которые к нему подходят, обязательно оставлю в ссылке к описанию. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых моих видео. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.